Итак, сегодня у нас очень интересная тема. Всегда спрашивают, куда боксер должен бить, как боксер должен бить, уязвимые места на теле человека. В корпусе есть 4 точки, которые для боксера обязательные. То есть, еще раз говорю, точность, вежливость королей. Потому что если вы просто будете тупо бить в пресс, напряги пресс, это бесполезно. Бесполезно. Если ты еще к этому пресс немножко стянешь, будет вообще бесполезно. Если мы чуть-чуть вот в область диафрагмы, там, где начинается кость и заканчивается тело, вот сюда прям, солнечное сплетение. Удар можно ложить как так, так и так. Теперь левой мы всегда бьем в печень. Вот очень хороший момент. Можешь на мне показать, где у меня печень? Просто поставь руку туда. Неправильно. Ты поставил его в пресс. Во всех вот этих вариантах, которые ты показывал, можешь печень достать, но не пробить. Чтобы правильно пробить печень, надо ударить строго по линии кости. Вот у тебя кость как идет, вот здесь как ребра идут. Вот ты бьешь в мягкое. Вот смотри, сейчас напряги, я даже потихоньку буду бить и пробивать. Видишь? Чувствуешь? Да. Теперь смотри, вот здесь граница, вот подними руку с этой стороны. Вот видите шов? Вот здесь заканчивается граница. Вот этот вот удар, если мы будем с правой стороны бить, то пробьем и печень, и почку. Если, например, справа мы будем бить в область селезени, и чуть-чуть, вот буквально вот направление мы снизу вверх поведем, то мы можем достать до самого сердца. То есть, если снизу наносить удар, будет поражена и селезень, и до сердца достанет. То есть, есть еще вот такой один из самых, наверное, опасных ударов в область сердца. Это когда бьют, вот, Димка, подними козырек, сильно выставляют локоть и бьют вот сюда под грудь. Вот под грудь. Вот если бы как бы показать, вот сюда. Прям под сердце. Также в сердце можно и вот так бить. Если сведи, спокойно вот так вот сведи руки. Вот он в сердце. Чуть-чуть, вот он в сердце. Вот он в сердце. Это может быть смертельный удар. Если вас ударить в солнышко, будет такой спазм, что у вас просто вот так вот сведет, дышать вы точно не сможете. И, скорее всего, из-за болевого шока вы просто невольно упадете на колени. Удар в печень вырубает. Очень-очень больно. Дело в том, что в самой печени нету нервных окончаний, но она давит на другие органы, на желудок, там, на кишки там, и так далее, и так далее. То есть это очень болезненно. Удар в почку на самом деле в боксе запрещен. Теперь удар ниже пояса. Говорят, удар в пах. Сколько раз мне били по яйцам, да, это неприятно, это очень больно, но это не вырубает как бы вот так, чтобы все, и умер. 5 минут тебе дадут, и ты запросто восстановишься. Но если тебе ударят вот ниже пояса, вот буквально ниже твоего пупка, вот сюда тебе ударят, вот сюда я покажу, вот сюда. Там тоже мышцы, там тоже хорошие мышцы. Дай бог, чтобы у вас был очень хороший пресс, потому что он атомортизирует очень хорошо. Если вы к этому удару готовы не будете, то есть я объясняю, вот тазовые кости вот здесь, тазовые кости у нас рощены, там хрящиком они соединены. То есть от сильного удара вот этот вот хрящик, он лопается. И человек теряет способность к передвижению вообще. То есть первые 3 суток человек просто лежит. Он встать не может, там не то что дикая боль, ты рукой шевелишь, и там все отдает. Это нервная система человека. Поэтому удар ниже пояса в боксе запрещен. Корпус мы разобрали. Вообще в боксе тебя будут бить везде. В твои руки будут бить, в твои мышцы будут бить. Вот куда вот
говорю, особенно когда человек находится в состоянии испуга, или, как говорят, вот этой первой адреналиновой волны, что он будет делать все возможное, он вслепую у тебя просто будет бить. Удары будут лететь везде. И в руку, и в шею, и так далее, и так далее. Давай разберем с тобой теперь голову. Вот если ударить в подбородок, куда ударить, ты знаешь? Да. Ну, покажи на мне. Вот смотри, вот сюда ты мне попадешь только в том случае, если я не буду видеть. Ну, чтобы поразить человека, Под нос. много силы не надо. Да, вот первое, это так называемый треугольник. Вот этот вот боксерский треугольник. С чем это связано? Нервное окончание. Нервное окончание где? Ну, давай я тебе покажу, чтобы ты уже понимал. Вот точка, прям под носом. Да. Первая точка у тебя под носом. Вторая точка у тебя за ухом. Чувствуешь? Да. То есть вот эта вот связка нервных окончаний, оно тебе выключает свет. Просто свет тухнет. Это как природный выключатель. Но это только в том случае, если ты не замечаешь удара. Момент, если ты замечаешь удар, у тебя есть шанс остаться на ногах. Потому что ты даешь мозгу команду, так, удар идет туда, и там более-менее ты можешь как бы противостоять. Но если удар будет сильный, очень сильный, там, я имею в виду, который идет больше 300 килограммов, и который ты точно не скинешь, тебе и так будет плохо, так и так будет сотрясение, куда бы тебя ни ударили в лицо. Потом, момент, вот этот вот, спинка носа. Если ударить в спинку носа, ну или вот так в нос, или там как-нибудь сбоку, что будет? Вот что у человека будет? Перелом. Ну, перелом это да, здорово. А что с человеком будет? Первое, он слепнет. То есть тебе ударили в нос, ты ничего не... Ну, у тебя временно ты ослепнешь. Слезный канал так брызнет слезой, что у тебя просто глаза будут залиты. Ты вот просто будешь, вот это ужас просто будет, ты ничего не увидишь. Обычно боксеры в таких случаях, когда попадают в нос, и нос остается целый, не сломанный нос, мальчишки обычно трут нос. Трут нос, и слезы проходят. То есть это быстро происходит. Раз в пятак дали, раз нос потер, раз проморгался, все нормально. Это если тебе дадут это сделать. Потом удар в височную область. Вот, височная кость. Видишь, тут мягко. Да. Тут как бы дырочка такая. Так же, как и в темечке, вот сюда. Вот если ударить сюда, что будет? Отстегнутся ноги. У тебя просто, бам, и ноги отстегнулись. То есть удар в висок тоже может быть смертельный. То есть это как бы не шутки. Нельзя в боксе бить по глазам. То есть глаза – это единственный орган, который не защищен у тебя. То есть если ты здесь руки как-то держишь, то есть вот эти вот, височную область, там, ушную область, там вот за ухом у тебя находится вот эта кость. Чувствуешь? Да. Она очень слабая. То есть она ломается очень легко там. И если у тебя за ухом ударить, вот внутри уха находится прибор такой, он как с пузырьком, который отвечает за равновесие твое. То есть за ухо ударили, тоже ноги вот так вот плясать начнут. Ухо тоже поражается, удар в ухо, это шокирующий удар, звон в ушах, это просто ураган. Итак, удар по глазам. Очень часто грязные боксеры делают вот так. Один из пальцев просто выставляют и бьют просто в глаз. Самое главное – ослепить боксера. Если он будет ослеплен, он будет уязвим. То есть как бы ты там руки не держал, что бы ты там ни защищал, ты будешь уязвим. Не видишь соперника, не видишь его ударов. Удары можно построить таким образом, что тебя, начиная от тела до головы, просто изобьют за секунды. Потом есть некоторые вещи, которые в боксе тоже недопустимы. Например, удар в шею. Это может быть не откровенно вот так, это может быть откровенно рукой. Либо вот так ударят, либо под защитным действием. Вот так нельзя в боксе. Но это не значит, что вас так не будут бить. Вас будут так бить. Специально, случайно, может быть такая стратегия там, и так далее, и так далее. Очень часто, я встречал
ну и в своей практике тоже. Вот он защищается, выставляет локоть, попадает в горло. Ну вот зачем это делается? Это все эффективно. Это грязный бокс. Вот также вот один из распространенных ударов из грязного бокса – удар по затылку. Причем в некоторых вариантах это происходит вот так. Специально промахиваются и на обратном движении бьют в основании черепа. Там позвоночник, там все наши нервы, центральные нервы там проходят. Туда чуть-чуть надо, бах, и все, и у тебя уже повело. То есть ты уже не в лучшей своей форме. Кто виноват, если тебя будут так бить? Тот, кто бьет, тот и виноват. Да? Ну, конечно, если вы будете это рассматривать в суде. Но по большому счету легче-то тебе от этого не станет. Поэтому изначально в подготовку боксера это обязательно. Боксера учат в самом начале именно грязному боксу, куда нельзя бить и куда можно бить. Вот мы определили 4 болевые точки. Но на самом деле их не 4, их гораздо больше. Если же, например, вот как защитить солнечное сплетение? Ну, один из способов. Как защитить, ну, вот уязвимые места? Боксер просто сжимает пресс. У него вот такая. Почему он согнутый? Потому что мышцы уже защищают эти места. И бывает так, что тебя бьют очень сильно туда со всей силы. Ну вот чуть-чуть, буквально, вот один край перчатки на ребро становится, и ты в орган никогда не достучишься. Ты сломаешь и ребро, а до органа ты не достучишься. Или наоборот, вот ты в голову начинаешь обрабатывать, и боксер вытягивается, натягивается. Там чуть-чуть, там даже касания хватает. Раз, жгучая боль, человек на полу. Область печени, область, ну, грубо говоря, там селезени, область солнечного сплетения, сердца – это основные точки. Но бить вас будут везде. А если особенно, ну, как это у новичков бывает, масса неожиданных ударов. Например, один из способов, тоже грязный бокс, вот приближение идет, он задирает локоть. Просто задирает локоть. И вот этим, опусти пока руки, чтобы было видно. То есть и вот этим вот остриком, локтем, костью, он встречает соперника. Вроде как бы безобидная вещь. И со стороны это смотрит, ну просто испугался, локоть поднял. Или вот как тоже очень часто делают опасное движение головы. Да многие боксеры это делают специально. Эвандер Холлифилд, он просто выбесил Майка Тайсона одним только движением головы. Он просто опасно его задирал и держал его вот здесь. Что так, он раз чиркнул, два чиркнул, Тайсон просто из себя вышел. Второй момент по грязному боксу. Очень часто удары слетают. И бывает так, что бьют открытой перчаткой. Ну вот этой костью. Очень болезненный. Он как кувалдой. То есть если вот так вот тебе влепят, то есть из-за площади поражения 100% будет сотрясение. Открытой перчаткой в боксе нельзя бить. Также нельзя бить на отмашь. Ну, это и сам можешь травмироваться, и как бы соперника своего тоже травмируешь. Куда надо бить? Надо бить туда, куда боксер не ожидает. Поэтому некоторые вещи в боксе, вот, например, из 3 ударов, 2 удара у тебя подготовительные идут. 3-й удар идет точно в цель. Например, если ты хочешь, ну, не можешь догнать боксера, обрабатываешь ему корпус. Чтобы как бы он не бегал, ну, чтобы не было вот этой беготни, просто весь ливер ему отбиваешь. И там все равно, куда тебе попасть. И еще раз говорю, если у вас удар сильный, да все равно, куда вы попадете. И в пресс попадете, и пресс можно пробить. А то говорят, боксеру нельзя пресс пробить. Да ладно, столько раз пробивал, и тут... Какой бы у вас накачанный пресс не был, если удар будет неожиданный и будет сильный, он пробьет вам все. Особенно если перед этим вас еще и отвлекут как-нибудь. В своей подготовке вы должны учитывать, боксеры, грязные вещи. И если вдруг вы защищаете голову, защити голову.
и тебе прилетает вот сюда вот такой вот удар, кто виноват? Виноват он, что позволил этому случиться. Вы должны защищать себя абсолютно везде. И здесь, и здесь, и здесь, и как угодно. В правилах бокса написано, что боксер может защищать себя как угодно. Ну, понятное дело, вот так нельзя вставать. Отворачиваться нельзя. Почему? Потому что зрение потеряешь, тебя съедят. Очень часто в боксе идет атака на зрение. В каком смысле? Вот встань. Выкидывается левая рука и держится вот здесь вот. Вот этого в боксе, в правилах бокса, вот это делать нельзя. Нельзя держать руку вот так вот, закрывать зрение. Ты что-нибудь видишь, Димка? Нет. Видишь? Поэтому, если вдруг ты видишь перед собой вот так выставленную руку, тебе что надо делать? Уходить. Правильно, надо уходить. Видишь, вытяни руку. О, можно ее отодвинуть и ударить. Масса приемов. Вы должны быть знакомы и с грязным боксом, и с честным боксом, да, с любым боксом. Правила могут затирать основные вещи вот, травматизма. Потому что за счет скорости удара просто будет это даже незаметно. И сколько раз такое бывало. Рефери что-то отвлекся, бам, и все. И человека на носилках увезли. Оказывается, неправильно ударил. Попал в шею, сломал нафиг все шейные позвонки. У меня было так. Тоже промазал, ударил в шею, воротник, все, увезли в больницу. 2 позвонка сломал. Такое бывает. Поэтому изначально, парни, изучайте, чтобы правильно научиться бить по органам точно. Вы должны точно знать, где они находятся. Поэтому, боксеры, изучайте анатомию. Болевые точки на теле человека вы все должны знать. Их всего около 40, если не брать спину. Очень часто бьют в руку, в бицепс бьют, в треху бьют. Причем бить можно, вот, например, в бицепс, да, можно бить и костью. И так тебе будут сбивать, и вот так тебе будут сбивать, и даже, может быть, кулаком будут сбивать. Разобьют мышцу, рука повиснет, все. Потом есть удары очень хитрые и подлые, которые делаются в ключицу. Чтобы сломать ключицу, там вообще килограмма не надо. Эта кость очень легко ломается. Потом удары в головку плеча. Плечо выбивается 5 секунд. Оно соединяется, там нету шарнирного никакого соединения. Оно просто крепится мышцами к плечу. И если ты неправильно будешь защищаться своим плечом, да тебе просто вот так в головку дадут плеча, и плечо твое нафиг отлетит, как ненужная часть твоего тела. Также и с этой стороны можно травмировать вот эту вот, саму кость плечевую. Также плечо, просто связка раз, и все, лопнуло, все. Поэтому на самом деле очень много уязвимых мест, помимо вот этих вот основных, там, печень, селезень, сердце, солнышко, подбородок, висок, потом вот эта вот ушная кость или область уха, как любят говорить. И все эти места уязвимые ты обязан защищать. Боксер в первую очередь, это как охотник. Ему надо поразить свою цель, поразить. У всех цель, и у одного, и у второго боксера есть определенная цель – поразить соперника. Вот что такое бой? Мой тренер меня учил, бой – это всего лишь сталкивание мнений. У одного мнения, что он сильный, у второго мнения, что он сильный. Побеждает кто? Тот, чье мнение было максимально приближено к действительности. Кто был действительно, в своих расчетах буквально точнее. Тут показал, тут ударил. И не просто ударил, а попал. Вот в чем искусство бокса. И вот теперь, вот то, что от советского бокса мы унаследовали, это высокий уровень, говорю, без пафоса, без всякого, благородства. Если, например, я сколько помню, у меня тоже через это проходил, сечка,
Вот меня стукнули, у меня сечка, причем сечка такая нормальная. Боксер, который со мной боксовался, он увидел, что у меня сечка, и он больше туда не бил, чтобы не искалечить. Это всего лишь навсего спорт, это не убийство. А сейчас, если я сечку сделал, так давай туда еще 5 раз. Вот чем отличались советские боксеры. Они разные были, и плохие, и хорошие, но в большинстве своем школа воспитывалась вот именно на этих высоких параметрах. Ну, ты сильнее, ты видишь, что ты его жену стукнул уже, в нокдаун его отправил, но ты его не добивай. Зачем? Например, в профессиональном боксе таких понятий вообще нету. То есть тебя никто жалеть не будет. Это экшен. Этим ты как бы зарабатываешь себе на жизнь. И поэтому вот там искусство поражать, отвлекать тебя и бить в те места, которые нельзя, легко. Профессиональный бокс, он безжалостней. И вот мальчишки, которые у нас, любители потом в свое время, вот в начале 90-х, поехали в Америку, уже будучи привыкшие к каким-то таким высоким стандартам благородным, там, ну вот он, короче, тут уже устал, что его там дожимать не буду. И столько людей пострадало, это просто ураган. Изначально, то есть американская школа, она вообще как бы, ну, не терпит никаких компромиссов. Очень жестокий и жесткий бокс. Достаточно посмотреть на, как их готовят, профессионалов. Там ни одного стандарта на жалость нету. Ни одного стандарта благородства. Причем это, ну, это столетие целое. Школа, которая рождала сама по себе бизнес. Вот и все. И мы сейчас начинаем, там, не знаю, вот это вот подражание вот в этой жесткости, жестокости, ну, это абсолютно, ну, это плохо. То есть как таковой бокс, он просто может, ну, себя исчерпать. Здорово, когда ты сильный и умный, и когда ты знаешь, что можно, а что нельзя. Я отвечу на твой вопрос, почему ты не попадал. Вот поставь руку мне на солнышко. Вот смотри, очень простая вещь. Теперь дави. И ты не попал? Дави. Не попал. Теперь поставь на печень. Вот. Чувствуешь? Вот сюда ты должен бить. Да, я вытяну. Понятно. Потому что если я сожму, ты от ребра не отличишь. Но ты настолько точен должен быть, настолько точен, что вот ты вот так поставишь, ты печень не пробьешь. Не пробьешь. Будет больно, но как бы ты меня не убьешь. Да, где-то, может быть, я даже там, ну, как бы осунусь. Ну, где-то, но это будет не смертельно. Еще раз, поставь на печень правильно. Вот смотри, дави. Дави, дави. Дави. Попробуй ударить. То же самое, мне просто медленно надо показать, как это скидывается. С другой рукой. Ты прям с продолжением делай. Видишь, она уходит. Другой рукой. Во-первых, в орган. Не просто ты в тело бьешь, а в орган бьешь. Еще раз говорю, здесь особая точность. Ты не попадешь. Если не попадешь, этот удар бесполезен. Мало того, бесполезен. Смотри, как ты открываешься. Единственное, когда вот ты бьешь, ты раскрываешься. Причем что левый, что правый. У тебя дистанция удара такова. Поэтому изначально, когда ты бьешь, ты должен быть защищен. Вот так. Дави. Видишь, малейшие видоизменения, и ты уже не попадаешь. Не попадаешь. Если ты хорошо об этом знаешь, другой рукой. Веди, веди, прям точно веди. Туда, куда тебе надо. Одной и второй рукой. Второй рукой. Нет, ты прям в тело бей. Бей, бей, бей. Видишь? Старайся попасть. Видишь, как трудно попасть туда. Это еще не все. У боксера вот здесь руки стоят. Он уже все защищает. Бей. Смотри, я глаза закрыл. Тут невозможно ничего пробить. Даже если он будет очень сильно стараться. Мало того, рука может по своему ходу еще работать. Это уже защитные действия. Мы их разберем в следующем видео мы разберем защитные действия. Как защитить корпус, как защитить голову. С теоретической стороны и с практической стороны.
Ну, это хороший вопрос. Очень часто спрашивают, со скольки, с какого возраста можно заниматься боксом. Начнем, наверное, вот с чего. Бокс состоит из 3 вещей. Первое – это сила. Для бокса вы должны быть очень сильным. Техника всегда ставится на силу, потому что вот один в этом силен, другой в этом силен. И вот мастерство тренера вот именно на этих вещах и развивать бокс. Второй момент – это техника. На силу ставится техника. Никак по-другому. Я объясню это с другой стороны. Вот есть такое понятие доминантные мышцы. Например, вот мальчишки, вот он качался бедный, накачал себе вот такую вот грудь, и у него стартовая сила, которая идет от тела, очень сильно хорошо выстреливает. То есть мышца очень хорошо прокачана. Но из-за того, что мышцы на плече, на лопатке не развиты, у него просто доминанта срабатывает, и у него в самый последний момент рука проваливается или уходит с линии удара. То есть нету самой жесткости в последний момент, он не может ее удержать, сваливается удар. Это как бы как технический момент, так и силовой момент. То есть из первого мы подчеркиваем второе, из второго мы обращаем внимание на первое. Сила и техника, они безусловно должны рядом идти. Но это еще не бокс. Бокс – это третье, это тактика и стратегия. То есть это умение пользоваться первым своей силой и второе своей техникой. И вы должны быть настолько изобретательны в своей стратегии, что этим и только этим вы выигрываете. Вот как можно 7-летнему ребенку или 5-летнему ребенку привить бокс? Да никак. На первых этапах, вот 7 лет, вы будете делать из ребенка просто богатыря. То есть вы будете его специальными упражнениями готовить. То есть укреплять сила и вести его через силу к технике. Вот это первые 2 этапа, которые можно делать до 14 лет. С 14 лет, когда меняется вся химия, то есть подросток превращается в мужчину, меняется весь гормональный, уже набирается сила мужская. Вот с 14 лет, примерно с 14-15 лет начинается уже бокс. Это то, когда вы психически уже более-менее окрепли. До этого момента очень легко, ребенка вообще легко сломать. То есть достаточно один раз сильно напугать силой, и он не сможет это победить. Причем не сможет это победить, это буквально в течение всей жизни. Поэтому не пугайте боксом детей. Сначала вы должны укрепить своего ребенка, потом научить его правильно. И только потом уже тактикой и стратегией обучить его, что он должен и что он может делать в бою. Это как бы ответственность, да, такая безусловная. Ко мне вот тоже приводят мальчишек сейчас в буквальном смысле, не то что хилые, то есть они вообще еле ходят. То есть и больных много приводят детей, вот им надо как-то помочь. Здесь, еще раз говорю, здесь, вот эта вот тонкая грань, не повредить. Вы должны понимать, что в первую очередь любой вид спорта, он должен преследоваться с точки зрения здоровья. То есть рост возможен только тогда, когда вы здоровы. Если вы не здоровы, роста не будет. Причем здоровье и здесь, и в мышцах, и везде должно быть абсолютное. Для бокса вы должны быть очень совершенны. Но сейчас таких людей все меньше и меньше, поэтому приходят мальчишки и раненые, и всякие приходят. Поэтому здесь уже мастерство тренера, как вывести. Потому что не все готовы к поединкам, к боям, к чемпионатам мира и так далее, и так далее. Большинство людей все-таки, они более прагматичные, и они занимаются для себя, для своего статуса, для своей уверенности. Вот. Бокс состоит из многих видов спорта. 27 олимпийских видов входят в бокс.
Вот такие виды, как, например, плавание. Нигде ты не научишься дышать так, как тебя может научить плавание. Конечно, плавание поможет боксеру. То же самое легкая атлетика. То есть рваный ритм, фарлеп тот же, рваный бег. Ну, без этого никуда.